Всем привет! Я снова рада вас приветствовать на своем канале Красота и бисер. И сегодня мы с вами выполним замечательное колье «Колесо фортуны». Прекрасно будет смотреться в комплекте с сережками, которые мы выполнили раньше. Колье я выполнила из 7 мотивов. Из каждой стороны мотивов идет 3 цепочки, которые соединяются вместе и переходят в 2. Длиной я сделала колье 48 сантиметров с одной стороны, для того, чтобы оно было подлиннее и шикарно смотрелось. Вы будете делать на свой вкус количество мотивов такое, как вам подходит. Красиво смотрится, смотрите, сердечком оформлено вот здесь соединение мотивов. Просто прекрасно. И я вам хочу сказать, что мы продолжаем приветствовать владельца нашего 21 года, БК. Вы будете великолепны в комплекте спираль, которая мы выполнили перед этим. Вы ему очень понравитесь. Ну а его партнерша коровке будет приятно думать о том, что вы старались понравиться и ей, и приготовили себе такой прекрасный ажурный наряд. Так что пусть повелители года вас приветствуют так же, как и вы их, и крутят колесо фортуны в вашу сторону. Всем удачи и приступим выполнять наше колье. Колье мы будем выполнять из того же чешского бисера, что и мы выполняли сережки. И как я уже сказала, мы его будем собирать из мотивов. И я быстренько повторю, как сделать этот мотив. Для начала мы набираем 12 бисерин, чередуя цвета. Начинаем с 2 светлых бисерин. И так дальше 2 темных, 2 светлых, чтобы было у нас 12. Проводим наш набор до конца нити, оставляя сантиметров 30. И завязываем в кольцо 2 узелками. Второй ряд мы будем через одну бисерину набирать по 3 бисерины, чередуя цвета. Вот у нас нить выходит между темными и светлыми бисеринами. Мы одну темную пропускаем и во вторую темную проходим. И так до конца ряда. Первый ряд прошли, вывели нить в вершину очередной троицы. И дальше набираем по 5 бисерин каждого цвета и соединяем вершинки. 5 набрали, вошли в соседнюю вершину. И так второй ряд. Выводим нить из второго ряда в очередную вершинку. И теперь соединяем вершины, набирая по 6 бисерин, также чередуя цвета. Из вершинки вышли, в соседнюю заходим. И так до конца ряда. Заканчиваем третий ряд, проходим вершину предыдущего ряда и в 2 бисерины из 6. В этом ряду мы будем над каждой арочкой набирать по 2 арочки дополнительные каждого цвета. Со второй бисерины вышли, набрали 5 и проходим в предпоследнюю из 6, то есть через 2. И так до конца ряда. И последний раз набираем в этом ряду 5 светлых бисерин и выходим в вершину этого ряда и переходим на новый ряд. Вышли иголочкой из очередного пика и завершаем последний ряд, набираем 5 бисерин, над каждой вершинкой набираем бисерины того цвета, какого цвета вершина. Вот у нас из темной вышли, мы набрали 5, возвращаемся в 4-ю бисеринку. Набираем 3 бисеринки и проходим в соседнюю вершинку, из которой мы опять будем набирать 5 темных бисерин и оформлять пик. И так до конца ряда. Вот я закончила мотив, вывела иголочку в пик
И он у нас готов. Теперь таких мотивов я сделала 7 штук. Вот в двух первых я ниточки все попрятала, позатягивала, а в остальных ниточки я оставляла. Я буду на каждую ниточку одевать иголочку и соединять эти мотивы между собой. Эти 7 мотивов я выложила в предполагаемую схему нашего колье. И благодаря тому, что у нас мотив двухсторонний, с двух сторон он одинаково красиво выглядит. Поэтому я с этой стороны положила мотив, смотрите, серебро в эту сторону, а с этой в эту. То есть они как бы смотрят друг на друга. И получается своеобразная симметрия. Я предлагаю так соединить между собой эти мотивы. Вы как захотите, так и будете соединять. Если вы сделаете тоже 7 мотивов, это будет хороший вариант соединения. Если вы сделаете меньше, там уже будет работать ваша фантазия. И смотрите, начинаем с центра соединять. Здесь я положила все вместе серебряные вершинки. Я их соединю друг с другом. Дальше я положила так, чтобы серебро соединялось с серебром, а темное с темным. И с этой стороны также. И также на последнем мотиве у нас получается серебро будет соединяться с серебром, а темное с темным. И заходя в каждый пик, по 2 раза мы будем иголочкой их соединять вместе. Вот я соединила первых 3 мотива вместе за вершинки. И теперь я хочу дальше эти 2 мотива соединить вот здесь. Смотрите, я надела иголочку на ниточку, которая оставалась у меня изначально после плетения мотива, и провожу эту иголочку поближе к вершинке. Я вышла иглой в нужную мне вершинку, и теперь несколькими стежками соединю ее с вершиной нужного мне мотива. Раз соединила, и второй раз можно соединить. Дальше я буду проходить по бисеринам к второй нужной мне вершинке. Вот я вышла теперь ниточкой в эту вершинку. И чтобы их соединить, сделаем еще такое красивое оформление. Я взяла 2 такие же светлые бисеринки. 2, видите? В одну из них вернусь, сделаю вершинку и соединю теперь с соседней вершиной. И у нас получится вот такой остренький пик, аккуратный. И теперь вокруг пройду. Вот здесь вершинка, которая внизу, мы ее мимо пропустим. Из этой бисерины будем заходить сразу в эту. Эта вершинка подчеркнется, и у нас будет красивое подобие сердечка. Мы прошли, как я говорила, ниточкой вокруг. Здесь вершинку мы пропускали, и у нас по ходу движения нити оформилось вот такое красивое сердечко. Теперь мы войдем иголочкой назад во вторую бисеринку и пройдем в любую сторону ниточкой, завяжем узелочек и закончим это соединение. Я соединила вместе все 7 мотивов. Посмотрите хорошо, как смотрится сердечко. И здесь получается
светленькое соединено со светленьким и темное с темным. Мотивы смотрятся симметрично. Смотрите, с этой стороны в эту сторону идут беленькие, а с этой в эту. Длина с одной стороны наших мотивов 16 сантиметров у меня получилось. И дальше я проплела с этой стороны цепочками, посмотрите. Здесь 3 цепочки выходят из каждой вершинки. И здесь они соединяются и переходят в 2, которые через несколько звеньев я соединяла вместе, чтобы они шли параллельно. И прицепила с одной стороны застежку. У меня она закручивается. На второй стороне нашего колье я вам покажу, как я делала цепочки и соединяла их вместе. Вот у нас получается светленькая вершинка. Мы берем иголочку с ниточкой сантиметров 80. И на каждый конец этой ниточки одеваем иголочку. То есть на второй конец тоже одеваем иглу. И проходим в вершинку, в нужную нам. Начинаем от середины делать. Продеваем одну иглу и протягиваем нить пополам. На каждую иголочку одеваем по одной светлой бисеринке и делаем перекресток в одной темной. Первый перекресточек мы сделали. Дальше мы будем надевать на одну иголочку боковую и центральную. На вторую иголочку будем одевать боковую. И в центральной будем их перекрещивать. И так будем набирать нашу цепочку, чтобы у нас темненьких было 35 звеньев. Проплели цепочку и 35 раз перекрестили их в темной бисерине. И теперь нам нужно эту цепочку закрыть. И для того, чтобы хорошо было соединять ее со второй цепочкой, мы набираем одну светленькую и перекрещиваем в них иглы. И теперь эти иголочки нам уже будут не нужны. Можно вернуться назад по плетению вниз и завязать узелочки и обрезать эти ниточки. Вот назад возвращаемся одной иголочкой в темненькую. Теперь в светлую. Назад в темную. Светлую. Можно завязать узелочек. Я покажу, как я это делаю. Я уже показывала, но не помешает. Вот узелок я завязала. И теперь пройду еще несколько стежочков. Для того, чтобы подтянуть этот узелок, и его не было видно. И ниточку можно обрезать. Плетение у нас уже не расплетется. Также прячем и вторую ниточку, идем в другую сторону также и обрезаем ее. Дальше мы переходим к следующей вершинке. Это у нас ждет своей очереди первая. Берем ниточку где-то 1,30 м длиной. На каждый конец одеваем иголочку. И также продолжаем набирать цепочку. На одну иголочку берем боковую и центр.
боковая светлая, центральная темная. И на вторую иголочку берем светленькую и делаем перекресток в темной бисеринке. И так плетем также 35 звеньев. Вторую цепочку, которая выходит из светленькой вершинки, мы тоже набрали 35 звеньев. И теперь, чтобы соединить ее с первой, у нас, смотрите, по плану должно быть 2 светлых и перекресток в темной дальше у нас. Теперь мы берем вместо набора светлой, мы проходим в вершинку светлую первой цепочки. Вот так. А на вторую иголочку мы набираем, как обычно, боковая светлая и темная центр. И перекрещиваем иголочки в темной. Вместо второй боковой мы берем первую цепочку и стягиваем все, и у нас цепочки красиво соединены. И дальше продолжаем, как обычно. На одну мы набираем боковую светлую, на вторую набираем светлая боковая и темненькая бисеринка центр. И перекрещиваем в центре и плетем дальше цепочку еще из 50 звеньев. Мы вторую часть цепочки доплели до необходимой нам длины. Ниточки я пока оставила. И теперь нам нужно сделать третью часть цепочки. Третья цепочка у нас получается выходит из темной вершинки. Вот из темной вершинки. Поэтому мы будем делать звенья боковые темные, а серединка светлая. Берем ниточку длиной где-то 1,30 м. На каждый конец нити одеваем иглу и проводим иголочку в центр или в пик темной вершинки нашего последнего мотива с этой стороны. И теперь, как обычно, мы делаем крестик, только у нас центром будет теперь, как я уже сказала, являться светлая бисерина. На одну ниточку мы надеваем боковую темную и центр светлая. На вторую надеваем боковую темную. И перекрещиваем иголочки в светлой бисеринке, которая является центром. И так делаем 37 звеньев. Мы прошли 37 звеньев. И теперь у нас очередное звено должно быть 2 темных боковушки. Вот на эту нить, которая идет ближе к цепочке, мы надеваем темную боковушечку и проходим. Вот у нас здесь было соединение, а мы берем повыше. Вам, чтобы было хорошо видно, вы вот так натягиваете и смотрите, куда у вас идет, до какого звена у вас подходит третья цепочка. И теперь получается, мы в звено основной цепочки идем вот так вниз иголочкой. И теперь назад возвращаемся в эту боковую, что мы набирали от той цепочки, которую мы сейчас плетем. Мы просто зацепили плетущую цепочку, которую мы сейчас плетем, за основную цепочку вот так петелькой и вышли в эту же бисерину. А на вторую иголочку мы набираем, как обычно, темная боковая и светлая центральная. Светлой перекрещиваем и подтягиваем к плетению. Третья часть цепочки тоже соединена. И дальше мы будем идти параллельно, чтобы они не отсоединялись друг от друга. Я через 10 бисерин или через 10, вернее, звеньев их также соединяла, как мы только что соединяли. Вот дальше плетем 10 звеньев. Здесь от соединения тоже посчитала 10 звеньев. И вот
так как мы соединяли перед этим, вхожу иголочкой в боковую возле 10 звена, возвращаюсь назад в темненькую бисеринку и подтягиваем это все. У нас соединяется в этой части цепочка. Внешняя с основной. А на вторую иголочку, как обычно, мы надеваем боковая и центральная. Перекрещиваем иголочки. И это все подтягиваем к плетению. И у нас получается соединение. Дальше мы продолжаем плести опять 10 штук. И через 10 соединим. И у нас вот так вот будет соединяться. Видите, мы 10 проплетаем, на 11 соединяем. И у нас боковой немного так свободнее, как волнистый идет ажур. И так до конца плетем, дойдем до конца и закончим. Здесь присоединим вторую часть застежки. Петельку я делала по 2 бисеринки, как обычно. Вот я закончила, прикрепила застежку с другой стороны, обрезала все ниточки, и колье у нас готово. Колье получилось очень великолепное, шикарное, смотрится замечательно, просто замечательно смотрится. И в комплекте вместе с сережками это будет шикарный комплект. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я всех вас очень жду. Всем большое спасибо.